Привычная рыбная нарезка или интересные закуски из рыбы на праздничный стол? Я выбираю интересную рыбную тарелку, и в этом ролике поделюсь как раз такими рецептами. Все эти закуски готовятся просто, получается очень вкусно, и они точно привлекут к себе внимание. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко, и в этом ролике готовим 3 блюда из рыбы, которые станут отличной закуской на праздничный стол. Сформуем интересную рыбную тарелку вместо привычных кусочков слабосоленой селедки и скумбрии. Начинаю с неизменной спутницы всех праздничных столов – селедки. Замариную ее особым способом. Список ингредиентов к рецепту сейчас доступен на экране и продублирован в описании. Сельдь, как и скумбрию из следующей части ролика, использую свежемороженую. Перед приготовлением я отправила рыбу в холодильник для медленного оттаивания. Не стоит размораживать рыбу в теплой воде, чтобы ускорить процесс. Так испортится ее текстура, и вместо красивых кусочков получится каша. Итак, размороженную сельдь потрошу и чищу. Сперва делаю надрез вдоль хребта и вырезаю плавник. Провожу пальцами вдоль хребта, отделяя его от филе. Затем отрезаю голову и разворачиваю рыбу дальше. Если нужно где-то помочь себе ножом или удалить кости пинцетом, делаю это по ходу. Удаляю хребет вместе с хвостом. Удаляю внутренности. Вырезаю грубую полосу на брюшке с плавниками и удаляю оставшиеся кости. Переворачиваю филе и бережно снимаю кожицу. Режу филе полосками толщиной в 1,5–2 см. Готовлю пикантный горчичный маринад. Снимаю цедру с лимона на мелкой терке. Отправляю цедру в пиалу и выжимаю туда сок лимона. Если лимон не очень сочный, можно долить недостающее количество винным или яблочным уксусом. К соку отправляю мед и перемешиваю, чтобы мед начал расходиться. Добавляю в маринад горчицу, всыпаю соль и вливаю масло. Тщательно перемешиваю до образования эмульсии. Укладываю кусочки селедки в банку слоями. Замариную также и молоки, которые обнаружились во время разделки. Каждый слой рыбу заливаю слоем маринада. Когда вся рыба будет с маринадом в банке, закрываю крышку и аккуратно встряхиваю банку, чтобы маринад хорошо распространился и распределился среди кусочков. Выдерживаю рыбу в холодильнике в течение ночи. Подать такие кусочки можно просто выложив на тарелку, а можно сервировать их на свой вкус. Я решила сделать небольшие подложки для сельди из кусочков черного хлеба. Добавила немного маринада для сочности и сверху уложила немного красного лука для пикантности. Красиво глазу и очень вкусно. Вкус насыщенный, сбалансированный. Кстати, на моем канале есть отличные варианты для мясной и для сырной тарелок. Ссылки на эти видеоролики я оставлю в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Теперь займусь скумбрией. Очень вкусная сама по себе рыба, а я предлагаю приготовить ее на манер севиче. Получится очень круто. Список ингредиентов сейчас расположен на экране и продублирован в описании. Разделываю скумбрию точно так же, как и селедку. Даю оттаять в холодильнике, разделку начинаю со стороны хребта, вырезая плавники. Отделяю голову, хребет с хвостом, удаляю внутренности. Удаляю оставшиеся кости при помощи пинцета и снимаю кожицу. Теперь нарезаю филе небольшими кубиками размером до сантиметра. Отправляю рыбу в глубокую миску. А теперь мариную рыбу в очень насыщенном маринаде, который круто сочетается с природным насыщенным вкусом самой скумбрии. Итак, отправляю к скумбрии кетчуп, использую свой домашний. Всыпаю соль и сахар. Вливаю острый соус, у меня тоже домашний. Подойдет любой насыщенный острый соус или просто сушеный порошок чили. Количество по вкусу. Рецепт кетчупа и острого соуса тоже есть на канале, ссылку оставлю в описании. Теперь добавляю хрен. У меня просто белый, но и розовый со свекольным соком, который тоже подойдет прекрасно. Вливаю винный уксус, можно использовать лимонный сок или уксус яблочный. Добавляю немного вустерского соуса. Тут дело вкуса и желания, мне он тут очень нравится. Через пресс пропускаю зубчик чеснока к рыбе и тщательно вымешиваю смесь. Отправляю в холодильник на ночь.
Так как такое севиче просто так подавать будет неудобно, тут тоже можно использовать хлебцы, кусочки подсушенного лаваша, а я решила использовать в качестве подложки картофель. Отварила его в мундире, очистила и разрезала напополам. Срезаю немного у дна, чтобы половинки устойчиво стояли на тарелке. На каждую половинку картофеля я выкладываю кубики скумбрии. Маринад с рыбы будет пропитывать и сам картофель. Очень круто. Для красоты дополняю картину рубленым зеленым луком. Третий рецепт самый шикарный, потому что буду использовать для него лосось. Праздник все-таки. Приготовлю знаменитый лосось гравлакс, и список ингредиентов сейчас доступен на экране. Первым делом растираю ягоды можжевельника. У них сильный хвойный аромат, который в этом рецепте прекрасно дополняет всю картину. За неимением можно их не использовать. Теперь натираю на мелкой терке небольшую свеклу. К свекле всыпаю сахар, соль и растертые ягоды можжевельника. Перемешиваю смесь. Филе лосося выкладываю на пищевую пленку. Будет много сока, поэтому ее должно быть с запасом. Поверх рыбы распределяю равномерным слоем всю свекольную массу. Выложив свеклу, очень плотно оборачиваю филе в пленку в несколько слоев. Если у вас есть вакууматор, воспользуйтесь им. Сладковатый землистый вкус свеклы, хвойный аромат можжевельника, баланс солености в этой жирной рыбе. Блюдо будет потрясающе красивым и вкусным. Завернутую рыбу укладываю в форму для запекания. Можно взять какой-то лоток. Укладываю рыбу кожей вниз, сверху кладу досточку и на нее небольшой груз. У меня это 2 маленькие гантели. Подойдет также банка с водой или что-то еще, что будет выполнять нужную функцию. Отправляю рыбу в холодильник на ночь. Несмотря на кучу слоев пленки, у меня все равно вышло немного сока наружу, но его немного, так что это не критично. Остальной весь внутри и сделал свою работу. Разрезаю пленку, снимаю свекольный слой, быстро промываю филе под проточной водой и обсушиваю рыбу бумажными полотенцами. Нарезаю тонкими кусочками. Как по мне, такой лосось не нужно ничем дополнять, так как он красив и так, плюс удобен в поедании прямо кусочками. Просто сворачиваю его в виде розочек и выкладываю на сервировочную тарелку. Если мой вариант рыбной тарелки вам понравился, ставьте палец вверх под этим видео. Оставляйте свои комментарии, в следующем ролике будем готовить адыгейский сыр. Расскажу также, чем отличается адыгейский от осетинского, так что подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».